почему Ненецкий автономный округ во всем мире прославился самым северным ихтиозавром. В 2015 году Ненецкий округ стал международной сенсацией как округ, в котором был найден самый северный ихтиозавр. В 2013 году на Северном Тимане, на берегу реки Волга, сотрудник Института геологии Коми научного центра Безносов Павел Александрович обнаружил окаменевший ласт ихтиозавра. Ранее в этом же месте житель деревни Волга, Хозяинов Алексей Павлович, нашел позвонок этого ящера, который передал в музей. Год потребовался международной группе ученых из России и Германии для точного распознавания и определения этих находок. Выяснилось, что эти окаменелости относятся к самому концу юрского периода, это примерно 150-145 миллионов лет назад. К тому времени суперконтинент Пангея распался на Лавразию и Гондвану. Между ними образовался Тихий океан и многочисленные мелководные моря. Через современную территорию Ненецкого округа проходил пролив, соединяющий теплое Среднерусское море с предшественником Северного Ледовитого океана. Воды морей и океанов были полны жизни, огромное разнообразие беспозвоночных, наиболее известные аммониты и бельмниты, рыбы и рептилии, в том числе ихтиозавры. Особенности строения обнаруженной конечности из Ненецкого округа позволяют отнести ее к ихтиозаврам рода офтальмозавр. Что же представляет из себя этот офтальмозавр? Длина рептилии составляла 4-5 метров. Тело было подобно телу дельфина, с хвостом в форме полумесяца. Его передние плавники были более развитыми, чем задние. Это говорит о том, что они служили рулевым управлением, а мощный хвост придавал ускорение движению. Вероятно, крейсерская скорость составляла 10 км в час. Но самое примечательное, что отличает нашего героя от других ихтиозавров, это огромные глаза. Офтальмозавр в переводе с древнегреческого означает «глазастый ящер». В диаметре глаза достигали 20 см. Они занимали почти все пространство в черепе и были защищены кольцом из костяных пластин. Большой размер глаз позволял офтальмозаврам охотиться в темноте, когда добыча становилась более активной. В темных глубинах, куда почти не проникал свет, они могли преследовать кальмаров и рыб. Возможно, в его рацион входили также мелкие морские ящеры. Челюсти офтальмозавра были хорошо приспособлены для ловли мелкотелых обитателей морей, поскольку снабжены они были несколькими мелкими зубами, что позволяет сделать вывод о том, что они нужны были лишь для удержания добычи, которую ихтиозавр глотал целиком. Как и все ихтиозавры, он был живородящим. Детеныши рождались вперед хвостом, чтобы избежать утопления. Эти морские рептилии были фактически всесветно распространены в юрском периоде. Однако достоверные остатки с территории России описаны палеонтологами впервые. Кроме того, на тот момент времени русский офтальмозавр является самым северным в мире. В Ненецком округе уже несколько лет проходит экспедиция с участием ученых-палеонтологов. Наиболее привлекательным для них остается территория Северного Тимана, где уже было обнаружено большое количество останков древних позвоночных. Мы уверены, что это была не последняя ценная находка в нашем регионе, и мы еще сможем вас удивить.